Всем привет! Снова мой стрим, видос с камней. Тут буду делать скетч одной текущей задачи. И одновременно подумаю про нее, и одновременно сделаю видос. Всем чао-чао. Вот такая. Мое перо, звездочка. Мои чернилки Winsor & Newton. Мой скетчбук National Gallery и антураж, да. Что я буду делать сегодня? У меня странная немного задача. Она для меня и понятная, и непонятная. Это, и проблема, и решение. У меня есть такой участок со склоном, довольно интенсивным. И у меня есть задача на нем поставить небольшую часовню. Я пока не понял, какая может быть структура этой часовни, но вот здесь находится дом с такой верандой, гульбищем. Традиционный русский стиль, такие кижевские штуки. Кто в инстаграме меня смотрит, то видели эту историю. Я думаю, как мне ее развить дальше, вот этот вот участок. Есть некоторые интересные идеи, но пока я не очень понимаю, как они бьются с реальностью. Я уже поэскизировал и уже построил модель, но понимания нет. Может быть, я пойду вот в таком направлении. Что есть это направление? Это тоже система гульбищ. Как вот здесь гульбища. Стоит человечек. Нет, меньше. Не такой, а вот такой. Так может быть и вот здесь. Это любопытно. Насколько близко они друг к другу могут быть, мне еще не совсем непонятно. Наклон этого фрагмента. Сейчас я принесу сюда еще один столб. И сюда еще один столб. Он может быть параллелен склону Земли. Вот что я думаю. Вот отсюда история с храмом может развиваться из закрытой структуры в открытую. Вот здесь придет такая структура с галереей. Например, тут царские врата, вот они. Тут маленькое пространство часовни. Тут стоит священник. Тут есть тоже пространство через ступеньки. Нужно отодвинуть это все. Ладно, я сейчас, наверное, это сделаю. Слишком плотно вот здесь получилось. А тут структура ступенек, если смотреть в разрезе. И тут может быть зеленка. Вот эти две могут быть связаны без зеленки, кстати.
не приходило в голову, когда крутил модель. Я часто делаю так. У меня предварительный скетчинг, ну, чем под руку придется. Потом проект рисую в 3D. Ну, в скетчапе. А потом я фрагменты беру и снова отрисовываю руками, потому что мысли приходят, ну, интереснее, чем могут родиться просто если мы крутим 3D модель. В разрезе это выглядит симпатично. В виде сверху это будет полукруг. Ну, я думаю. Хотя, может быть, и нет. Я пытаюсь рассуждать. И одновременно это получается и такая амфитеатровая структура, потому что в виде сверху это выглядит вот так. Сам участок. Тут большая структура дома. А вот здесь вот эта вот история. Я думаю, она должна развиваться такими полукругами. И через них проходят такие спуски. Вот они. А тут вот эта система гульбищ. Вот оно. И между ними фрагменты озеленения. Здесь могут люди спускаться вниз, обеспечивая трафик. А вот тут структура этой часовни. А вот здесь дополнительный трафик, который связывает все. Вот он. И что интересно, то что одновременно, возможно, эта структура может работать и как общехрамовое пространство. Хотя храм тут, вот собственно, только вот эта вот часовня. Если люди стоят вот здесь, эти кусты невысокие, нужно их срезать вот посюда, то они видят то, что происходит вот здесь.
Да, сама архитектура мне еще непонятная совершенно в этой часовне. Такой какой-то шатровый тип. Ну, вот здесь могут быть побольше кусты. Если мы смотрим отсюда, может быть, тут нужен такой обрезанный ромб. Пока не знаю как. Тут всякая зелень. И, в принципе, должно получиться очень красиво. Вот эти гульбища должны создать такую прям жесткую архитектурную основу. Структуру, на которой это все держится. Теоретически. Практически у меня сейчас модель в рендере, и я увижу плюс-минус, как складывается эта ситуация в объеме. Но первичная идея, она вот такая. И все пространство сада получается посвященным пространству храма. И, что интересно, я хочу, чтобы люди там могли не только молиться, но и, может быть, кушать или петь. Чтобы пели все, могли петь все. Даже хором. Вот что я думаю. Поет, например, этот ряд, и этот, и этот. Тут запевает главный. Еще что я хочу, чтобы эта структура могла быть одновременно и трапезной структурой, чтобы могли люди тут и есть, и общаться. Если стоять они здесь могут, и даже это их защищает от солнца и дождя. И притом сюда приходит виноград. И хмель. И плющ. Вот они увивают эту структуру. С одной стороны, это, конечно, красиво, с другой стороны, это может закрывать задним рядам видимость. Это может быть проблемой. Так, пока непонятно. Вот.
И потом немного непонятно с этим видом. Тут уже есть структура домика. И вот примерно отсюда человек смотрит. Тыдын. Как он это видит? Тоже, блин, вопросик. Хороший вопросик для осмысления. Ну ладно, это окей. Это все срез земли. Тут такие уступы. В общем, вот. Так, пока не знаю. Все-таки мне нужно посмотреть на 3D модель. Мне не хватает плана. И разреза мне явно не хватает. Нужно смотреть на модельку. Сейчас, я надеюсь, она уже отрендерилась. В общем, вот. Немножко из моего рабочего процесса. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А меня зовут Кичигин Эдуард. Это мое перо звездочка крутое. Это чернилки Winsor и Newton. Это мой work open space на камнях. А это я. Всем чао-чао. Пока.